не устал, не тяжело. Я когда живу дома, я по Москве гуляю. И в транспорте ездию. Сам. Хорошо. Боря, ну я хотел бы начать с того, чтобы вы нам пожаловались. Что вас беспокоит? Как ваше самочувствие? Самочувствие более-менее так ничего. Только слабость и вялость. Вялость. Все-таки слабость и вялость есть. Ну, а эта слабость, вялость, она как-то вам мешает? Или вам, собственно говоря, вы себя хорошо чувствуете, несмотря на слабость и вялость? Да мне все равно, что до слабости, вялость. Да? Я более-менее чувствую себя ничего. Ничего. И между тем, Боря, вы находитесь сейчас в больнице. Зачем вам нужно находиться в больнице, Боря? Вы могли бы нам объяснить? Потому что мне негде жить. У меня нет своей отдельной квартиры. А дома с матерью я жить не могу. Она мне дома не дает житья. Значит, в больнице вы находитесь не для того, чтобы лечиться? Не для того, чтобы лечиться я нахожусь в больнице, а для того, чтобы не жить с матерью. Вот так. Никогда в жизни. Понятно. Ну хорошо, что же вы здесь в больнице делаете, Боря? Мне нечего здесь делать, и поэтому я все время лежу. Ну, вам приятно лежать? Это доставляет вам удовольствие лежать? Лежать мне вообще приятно, и доставляет где? Удовольствие лежать. Да? Ну, хорошо. Но мне нечего делать, но мне нечего здесь делать, и нечем мне здесь заниматься. И поэтому я все время лежу. Понятно. Но все-таки в отделении есть телевизор. Телевизор я смотрю только тогда, телевизор смотрю, когда показывают по телевизору интересное кино. Ну что, например? Художественный фильм. Какой последний фильм вы смотрели? Я здесь все время, каждый день вечером смотрю в 4 часа. Кино. Кино. Реванш. Понятно. Ну хорошо. А может быть, Боря, вы беседуете с другими больными? Интересно поговорить с кем-нибудь? Немножко беседую. Кто ваши друзья? Друзья, настоящих друзей у меня здесь нету. Только так разговариваю, они смеются надо мной, и ради смеха, ради шутки я говорю с ними, и они ради шутки, ради того, чтобы приколоться со мной вместе говорят и разговаривают. Почему вы считаете, что они смеются над вами? Но они же со мной разговаривают не по-настоящему, а ради шутки. Только так? Только так. А больше всего мне нравится здесь в отделении, с которым я дружу. Это Серега, я не знаю, как его звать. Такой в халате, с черными глазами, с усами, который ходит по отделению. Наш санитар. Не санитар, нет. Я не знаю, это такой с моложавым лицом, с черными волосами, который смеется с усами, того, который смеется, как его звать? Ну, мы потом это выясним. Или Сережа, или как-то по-другому, Дима, или как-то, или Валера, я не знаю, как по-другому. Я с ним вместе обнимаюсь и даже целуюсь. Это как это? Ну, ради любви, ради дружбы, ради ласки. Ради любви обычно девушек целуют. Но бывает такое, что мужчина с мужчиной любят друг друга, да. И вместе целуются и обнимаются. Да, но это редко. Такое бывает редко, да. Но бывает. Да. И вы именно вот любите, да? Его люблю, его люблю. Давайте мы... Его люблю. Его люблю. Понятно. Хорошо. Теперь я хотел вот задать еще такой вопрос. Нравится ли вам у нас в отделении? Мне не очень нравится, не нравится. А вот все-таки домой, вы говорите, вы не хотели бы поехать. Где же вам нравится больше всего?
Я хотел бы лучше пойти жить в интернат. В интернат. Да. Но мой отец и мои родители в интернат не хотят, потому что им жалко отдать мою пенсию. А у меня большая пенсия по первой группе. 40 тысяч платят. Понятно. Но если в интернат не хотят они, так мне лучше находиться, чем здесь, или в Поливаново, или в Кащенко, в Москве. Если моим родителям далеко ездить в Поливаново, пускай тогда в Кащенко я буду лежать, находиться. А почему Кащенко или Поливаново лучше, чем наша больница? Чем она не лучше? Что там лучше? В Кащенко получше, чем здесь. Чем именно? Что там вам больше нравится, Боря? И помещение лучше, и туалет более чистый, более новый. Так, а еда? И кормят в Кащенко получше. Понятно. И в Кащенко выводят гулять на прогулку, на прогулочный двор. Летом тоже будут прогулки. Хорошо. Боря, а вообще, что для вас важно? Чем вы любите заниматься? Как вы любите проводить время? Где? Вообще. Где, в больнице или дома? Или дома? Ну и дома, и в больнице. Что вам больше всего нравится? Когда я дома живу, да. Мне больше всего нравится, когда живу дома. Гулять по Москве. И ходить в кинотеатры. Да. И пить пиво. И пиво вы любите. И мороженое есть. Еще больше люблю, чем пиво. Мороженое. Есть. Понятно. Ну, а в больнице что вы любите делать? В больнице я больше всего люблю курить, отдыхать и смотреть телевизор, и играть в шахматы. Боря, а вы когда-нибудь в жизни работали? Я работал раньше, в мастерские приезжал из дома со второй группой. Понятно. Вам нравится работать? И в мастерских мне работать. Нравилось. Вы вот все-таки вы какую-то профессию получили до того, как вы заболели, или нет? Профессии у меня настоящая никогда не было. Я окончил 8 классов, а потом мне выдали вторую группу, и со второй группы я пошел на работу в мастерские. Понятно. И работал в мастерских. Приезжал из дома на работу в мастерские. В чем же заключалась работа? И уезжал домой. В чем же заключалась работа, Боря? Елочки собирал. А раньше до елочек, в детских мастерских, подростковых мастерских я собирал, делал электрические гирлянды. А потом в Кащенко меня перевели из подростковых мастерских. И в Кащенко я собирал елочки. Понятно. Ну хорошо. Так что же лучше, работать или лежать в больнице? Я бы с удовольствием хотел жить на свободе дома и работать, приезжать в мастерских работать. Но мне дома не дает жить я мать. Почему? Почему вы так считаете?
Она меня дома раздражает, изводит, провоцирует меня, считает мне нотации, которые меня раздражают, провоцирует меня, чтобы я кричал, орал, учит так жить. То, что меня раздражает от нее. И больше всего, она, знаете, меня раздражает тем, что она мне, что она мне дома говорит: ты не будешь жить дома, я тебя упеку в больницу. Ну, может быть, вы как-то тоже неправильно себя ведете или что-то не выполняете ее требования? Может быть, вы как-нибудь... Когда меня не трогают и ко мне не пристают, тогда я веду хорошо, и все тихо. Понятно. А она меня дома раздражает, изводит мне живет житья и говорит мне дома: ты не будешь жить дома. Я ее за это дома бью, и после этого успокаиваюсь. И благодаря этому успокаиваюсь. И она на меня в спокойном, хорошем состоянии вызывает на меня машину в больницу. Она плохой человек и сволочь, и змея, и гадюка, и у нее змеиный характер. Боря, но это все-таки твоя мать. Мы всегда любим своих родителей. Если бы у меня была бы хорошая мать, тогда бы я бы ее любил бы. На свою плохую, злую мать, как змея и ведьма, я ее ненавижу. Боря, разве можно называть человека так, ругать только за то, что он вас немножко поучает, говорит о том, что вы должны себя правильно вести, ведь вообще-то родители всегда поучают своих детей. Но бывает, дайте я до конца вам скажу, но другие матери, у других ребят, у других сыновей, меньше говорят это, и более гладко, и более лучше, чем моя. А она мне совершенно не мучает и не дает житья тем, что она мне читает нотации. Это меня раздражает больше всего. И говорит мне дома: ты не будешь жить дома, я тебя упеку в больницу. Боря, Другие матери это не говорят своим сыновьям. И говорят, что на отношение того, что как жить, получше и помягче. Меньше, чем моя. Понятно. Чем моя.